Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики канала. Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Надеюсь, вам здесь понравится, и вы найдете для себя много полезной и интересной информации. На канале «Мир рукоделия и творчества» несколько раз в неделю выходят видео на тему мастер-классы по вязанию, обучающие уроки вязания крючком и спицами, обзоры пряжи, распаковка ваших заказов с пряжи и многое другое. Подписывайтесь на канал «Мир рукоделия и творчества», включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов на моем канале. А сегодня я хочу начать видео с очень приятной для меня и, надеюсь, для вас новости. В ближайшее время, в сентябре, мы с вами выберем модель, на которую я организую мастер-класс по вязанию от начала и до конца. Выберу среди видео, которые размещены и опубликованы на канале, а, то видео с моделью по вязанию либо кофточки, либо жакета, которое набрало большое количество лайков. И предложу вам выбрать вариант, который мы будем вязать вместе. Я буду вязать от начала и до конца и буду показывать все этапы выполнения работ. А вы уже, если вы выбрали эту же модель и хотите ее связать, уже присоединитесь к моим видео-мастер-классам, которые будут состоять из нескольких частей, и будете вязать вместе со мной по мастер-классам. И свои работы вы можете разместить. Ссылки на альбомы с работами участниц и подписчиков канала я оставлю в описании под видео в инфобоксе. Вы можете делиться и показывать свои работы в альбомах, размещать, и все будут видеть ваши шедевры, которые вы создаете своими руками по моим мастер-классам. И также я принимаю заказы на пряжу. Закупка пряжи по заказам состоится 28 сентября. Я буду себе заказывать пряжу для вязания, модели, которую вы выберете и на которую я организую мастер-класс. То есть для того, чтобы определиться с пряжей и мне, и вам, мы в ближайшее время с вами выберем и сделаем. Я организую на канале голосование по выбору модели для мастер-класса. Выбрать модели, проголосовать за ту модель, на которую будет организован мастер-класс, смогут только подписчики канала. Так что подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход мастер-классов и также этапов голосования, следить за голосованием по выбору моделей. Присоединяйтесь и подписывайтесь на канал «Мир рукоделия и творчества». Будем вязать в ближайшее время, то есть я в сентябре куплю пряжу для вязания, вещи, либо это будет жакет, либо это будет кардиган, либо другая вещь, которая набрала большое количество лайков. И уже по этой модели определюсь с пряжей и буду заказывать ее необходимое количество. И у вас будет в то же время приобрести для себя пряжу. Вязать будем новый проект уже в начале октября. Так что подписывайтесь и можете уже готовить для вязания пряжу. А сегодня я хочу вам предложить мастер-класс по вязанию узора для очень симпатичной кофточки, которую вы видите на фото. Она представлена в двух вариантах, в красном и в белом цвете, но они связаны одним и тем же узором, а выглядят по-разному. Потому что эти узоры, во-первых, они исполнены, то есть форма сама по-другому связана, и цвет пряжи тоже имеет значение, каким образом смотрятся эти кофточки. Я буду вязать только образец этого узора. И если данная модель кофточки вам понравилась, и вы хотите, чтобы я ее связала вместе с вами и организовала мастер-класс, вы можете высказать и выразить свое мнение в комментариях под этим видео на канале и поставить класс, то есть пальчик вверх,
И уже мы, если данная модель наберет большое количество лайков, на данную модель мы тоже ее уже включим в мастер-класс. И, возможно, если появится большое количество желающих связать данную модель кофточки, я организую мастер-класс. Так что подписывайтесь на канал и обязательно включайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новой полезной информации на канале. Посмотрите, какой очень красивый ажурный узор. Этим узором связано основное полотно кофточки. То есть вот на белой кофточке связана кокетка очень простым узором. Схему кокетки, как вязать кокетку, вы увидите эту схему в описании. Под видео будет ссылочка, и также в конце видео, каким образом вяжется кокетка кофточки белой. А тело кофточки вот связано вот именно вот этим узором, который сейчас вам покажу, как полный мастер-класс по вязанию замечательного такого ажурного узора. Узор связан крючком. Также вы можете увидеть второй вариант кофточки в красном цвете. Здесь немножко оформление кофточки другое. То есть уже узором связана вторая часть, половина топа, это ниже линию груди. А верхняя часть это связано по схеме кокетки. То есть какой вам вариант больше нравится, вы тоже можете высказать свое мнение в комментариях под видео. Узор очень такой интересный. Ну, и не сложный в то же время, но и не совсем легкий. Все-таки нужно следить за схемой вязания и быть внимательным в вязании. Ну, особой сложности здесь, конечно, нет. И я думаю, что мой мастер-класс вам поможет связать данный узор. Вязать узор я буду из пряжи. Название пряжи Мисс, торговая марка Ализе. Это 100% мерсеризованный хлопок. Метраж 280 метров в 50 граммах. Производство пряжи, страна производства Турция. И крючок номер 2. Название крючка Clover. Страна производства Япония. Все схемы в конце видео. Вы можете вязать по моим видеоурокам и также сделать скриншот схемы и ее распечатать. Вязать я буду вот по этой схеме, но в более укороченном варианте, то есть без одного вот этого раппорта. Если вам понравилась модель кофточки, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И обязательно включайте колокольчик, чтобы голосовать на канале и выбирать модели, на которые я организую мастер-классы. То есть с октября начинается новый проект. Буду вязать я ту модель, которую выберут мои подписчики моего канала. Приступаем к вязанию легких нам петелек. Вязать узор я буду вот по этой схеме. На схеме представлен узор, состоящий из 3 таких вот веерочков в ширину. 1, 2, 3. И 3 веерочка в высоту. Для вязания образца по схеме вам необходимо набрать цепочку из 63 воздушных петелек плюс 4 воздушных петельки подъема. Я буду вязать сокращенный вариант узора. То есть я сократила схему на один элемент, на один веерочек. И ширина вязаного образца у меня будет состоять из 2 веерочков в ширину. То есть у меня на образце будет 2 веерочка в ширину. И начальный ряд состоит из 39 воздушных петелек плюс 4 воздушных петельки подъема. Вязать я буду с 1 по 10 ряд.
10 ряд это повторение первого ряда, 11 ряд повторение второго ряда и так далее. Я вам покажу в видеоуроке, каким образом вяжется схема для узора кофточки с 1 по 10 ряд. Будем вязать с вами вместе. Набираю цепочку из 39 воздушных петелек. Первую петельку я набрала, затягиваю, я ее не беру в расчет. Далее набираю 39 воздушных петелек. Если считать вот эту, которую затянула, получается 40 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. И 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Ну, пусть у меня будет запасная. Читаем схему. Так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелек от цепочки мы отсчитываем и соединяем ее, вот эту цепочку с столбиком без накида, столбик без накида, вяжем в 7-ю петельку цепочки. Приступаем к вязанию первого ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек я отступила, пропустила, и в 7-ю петельку я вяжу 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 4 петельки цепочки. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю петельку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Так, цепочку соединяю столбиком без накида в 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4. В 5-ю петельку цепочки провязываю столбик без накида. Опять набираем цепочку из 5 воздушных петелек и провязываем столбик без накида в 5-ю петельку цепочки. Таким образом вяжем 3 арочки. То есть 1, 2, 3. Так, вот у меня одна арочка связана. Сейчас еще 2. Таким образом провяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю 5 петелек цепочки. 1, 2, 3, 4 петельки пропустил. И в 5-ю петельку цепочки нулевого ряда провязываю 1 столбик без накида. Цепочка из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Эту цепочку из 5 воздушных петелек соединяем при помощи столбика без накида в 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4. В 5-ю петельку провязываю 1 столбик без накида. У нас уже связано 1, 2, 3. 3 арочки из цепочек из 5 петелек. Читаем далее схему. Пропускаем 1 воздушную петельку нулевого ряда и провязываем пышный столбик. Потом после пышного столбика 3 воздушных петельки и в эту же петельку, во 2-ю, провязываем 2-й пышный столбик. Пышный столбик я буду вязать вот таким образом. Значит, 1 петельку я пропускаю и во 2-ю петельку я вяжу 1 пышный столбик, то есть 1-й столбик. 1-й пышный столбик. Делаю накид на крючок, пропускаю петельку и во 2-ю я прокалываю крючок, вытягиваю нить и соединяю 3 петельки на крючке в одну. У меня получился такой вот мини пышный столбик. 3 воздушных петельки и в эту же во 2-ю петельку я провязываю еще 1 пышный столбик, то есть накид, вытягиваю нить и соединяю 3 петельки на крючке в одну.
пропускаю одну петельку цепочки и во вторую провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 4 воздушных петельки цепочки. 1, 2, 3, 4. В пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Набрала петелек цепочки. Пропускаю 4 воздушных петельки цепочки нулевого ряда. 1, 2, 3, 4. В пятую петельку цепочки нулевого ряда провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 4 петельки цепочки. 1, 2, 3, 4. И в пятую провязываю 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Пропускаю одну петельку цепочки и во вторую провязываю 1 столбик с одним накидом. Связали первый ряд. Приступаем к вязанию второго ряда. 1 воздушная петелька подъема и в вершину столбика с одним накидом первого ряда провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю столбиком без накида. Столбик без накида провязываю вершину цепочки из 5 воздушных петелек первого ряда. 2 воздушных петельки и в столбик без накида, то есть это между первой арочкой и второй, вот в этот столбик без накида в вершину провязываем 1 пышный столбик. То есть я сделала накид на крючок, вытягиваю петельку и через 3 петельки протягиваю рабочую нить. У меня на крючке 1 петелька. 2 воздушных петельки и я провязываю столбик без накида в арку из цепочки, то есть во вторую арку цепочки из 5 петелек. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в арочку из цепочки провязываем 1 столбик без накида. Далее вяжем веерочек. Веерочек провязываем в цепочку, вершину цепочки между 2 пышными столбиками. Вот сюда провязываем веерочек, состоящий из 9 столбиков с одним накидом. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Теперь мы соединяем столбиком без накида. Столбик без накида провязываем в арку из цепочки. В смежную арку из цепочки из 5 воздушных петелек. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем вершину арки, провязываем столбик без накида. 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки и между вот этими арочками находим столбик без накида и в него провязываем 1 пышный столбик. То есть я на крючок делаю накид, вытягиваю нить и 3 петельки на крючке соединяю в 1. 2 воздушных петельки и соединяю я столбиком без накида. Столбик без накида провязываю в арочку из цепочки. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю столбиком без накида вершину арки цепочки. Так произвольно я соединила, то есть связала столбик без накида произвольно. То есть приступаем к вязанию третьего ряда.
цепочка из 5 воздушных петелек, провязываем ее в арочку, столбиком без накида. Далее вяжем цепочку из 5 воздушных петелек и соединяем столбиком без накида. Цепочка из 5 воздушных петелек. Набираем 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание и в арочку цепочки из 5 воздушных петелек второго ряда провязываю 1 столбик без накида. Цепочка из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем при помощи столбика без накида, провязываю столбик без накида в вершину пышного столбика. Вот таким образом. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из воздушных петелек. И в арочку цепочки второго ряда провязываю 1 столбик без накида. Теперь в вершину первого столбика веерочка провязываем 3 столбика с одним накидом, но с общей вершиной. То есть не довязываем до конца столбики с одним накидом. И в эту же вершину первого столбика провязываю второй столбик с одним накидом, но опять же не довязала его до конца. На крючке 3 петельки. В эту же вершину первого столбика провязываю третий столбик с одним накидом. На крючке оставляем 4 петельки. И через 4 петельки я протягиваю нить рабочую. И у меня получилась 1 петелька. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаю второй столбик с одним накидом веерочка. И в вершину третьего столбика с одним накидом провязываю 3 незавершенных столбика с одним накидом, ну, с общей вершины. Это когда на крючке у вас должно остаться 4 петельки, и вы их соединяете вместе. 3 воздушных петельки и вершину, так, 1, 2, 3, 4 пропускаем в вершину 5 столбика с одним накидом, провязываем 3 столбика с одним накидом, но с общей вершиной. То есть это когда на крючке 4 петельки, и вы соединяете их вместе. 1, 2, 3. Пропускаем 1 столбик. И в следующий провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в вершину, получается, 9 столбика с одним накидом второго ряда провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Должно получиться 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 элементов из по 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Соединяем при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязываю в арку цепочки второго ряда. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в вершину пышного столбика я вяжу 1 столбик без накида. Столбик без накида провязываю вот вершину пышного столбика, который мы вязали во втором ряду. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю с вершиной цепочки из 5 воздушных петелек второго ряда. 2 воздушных петельки и в столбик без накида провязываю 1 столбик с одним накидом. Приступаем к вязанию 4 ряда. 1 воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание
И в вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю с вершиной цепочки из 5 воздушных петелек. Вершину цепочки из 5 воздушных петелек провязываю 1 столбик без накида. Вершину столбика без накида, который был провязан над пышным столбиком, вот в этот столбик без накида я провязываю надо провязать 2 пышных столбика. То есть начинаем с одного, 1 столбик пышный провязала, 3 воздушных петельки, и в это же основание провязываем 2 пышный столбик. Соединяю при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязала в арочку из цепочки. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И между первым и вторым элементом, где у нас было провязано 3 столбика с одним накидом с общей вершиной, я вяжу вот в арочку цепочки из 3 воздушных петелек 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в вершину 3-го столбика 1, 2, 3 провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1 столбик, то есть элемент, состоящий из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. И между 4-м и 5-м элементом я провязываю 1 столбик без накида. У меня получилось веерочки 2 арочки из цепочки по 5 воздушных петелек. Цепочки из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю 1 столбик без накида в арку цепочки предыдущего ряда. И вершину столбика без накида, который мы провязывали над пышным столбиком, провязываю 1 пышный столбик. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в эту же вершину столбика без накида провязываю 2 пышный столбик. Соединяем столбиком без накида. Столбик без накида провязываю вершину цепочки из 5 воздушных петелек предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек и соединяем ее при помощи столбика без накида. Связали 5-й ряд. Приступаем к вязанию, то есть 4-й ряд, приступаем к вязанию 5-го ряда. Для 5-го ряда набираем цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в арочку из цепочки предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Между пышными столбиками, где мы вязали 3 воздушных петельки, вяжем веерочек, состоящий из 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединяю веерочек при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязываю вершину арки цепочки из 5 воздушных петелек. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю с вершиной
цепочки из 5 воздушных петелек при помощи столбика без накида. 2 воздушных петельки и так у нас получается в третий элемент, то есть раз, два, три, там, где у нас был провязан в 4 ряду столбик без накида, вот вершину столбика без накида вяжем один пышный столбик. Таким образом, накид, нить, рабочую нить захватываем, вытягиваем на крючке 3 петельки и соединяем их в одну. Провязали. 2 воздушных петельки соединяем с вершины из цепочки из 5 воздушных петель предыдущего ряда. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем при помощи столбика без накида вершину цепочки из 5 воздушных петель, провязали 1 столбик без накида. Далее между пышными столбиками, там где у нас было связано 3 воздушных петельки, провязываем веерочек из 9 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соединяем столбиком без накида. В столбик без накида вяжем в арочку из цепочки. 2 воздушных петельки и в вершину столбика без накида провязываем 1 столбик с одним накидом. Связали 5 ряд. Приступаем к вязанию 6 ряда. 1 воздушная петелька подъема и в вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Вершину столбика с одним накидом 5 ряда вяжу элемент из 3 столбиков с одним накидом, но с общей вершиной. То есть вот таким образом провязала 3 столбика с одним накидом, но не до конца. На крючке 4 петельки я их соединяю в одну петельку. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаю 1 столбик с одним накидом и в 3 столбик с одним накидом в вершину я провязываю 3 столбика с одним накидом, но с общей вершиной. На крючке 4 петельки я соединяю их в одну. 1, 2, 3 воздушных петельки. Опять же пропускаю 1 столбик с одним накидом и в следующий я провязываю вершину столбика 3 столбика с одним накидом, но с общей вершиной. То есть 4 петельки соединяю в одну. 1, 2, 3 воздушных петельки, пропускаю столбик с одним накидом и в следующий провязываю опять же 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И уже в 9 столбик с одним накидом 5 ряда провязываю 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5. 5 элементов, состоящих из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Соединяю при помощи столбик без накида провязываю в арку цепочки и 5 ряда. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. И эту цепочку я соединяю при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязываю в вершину пышного столбика 5 ряда. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяю с вершиной цепочки, которая находится справа от веерочка. И приступаем к провязыванию веерочком. То есть в первый столбик с одним накидом веерочка
провязываю, вяжу 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушных петельки, вершину 3-го столбика с одним накидом 5-го ряда, провязываю 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушных петельки, пропускаю столбик с одним накидом и в следующий столбик провязываю 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушных петельки, пропускаю один столбик и в следующий провязываю вершину столбика 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 3 воздушных петельки и в вершину 9-го столбика провязываю 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Заканчиваем вязать. То есть соединяем при помощи столбика без накида. Закончили вязать 6-й ряд. Приступаем к вязанию 7-го ряда. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваю вязание. И между первым и вторым элементом я провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И между, получается, в третий элемент 1, 2, 3 провязываю 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Между 4-м и 5-м элементом провязываю в арку цепочки из 3 воздушных петелек, провязываю 1 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. В соседнюю арку цепочки провязываю 1 столбик без накида. Теперь в столбик без накида, который был связан над пышным столбиком, провязываем первый пышный столбик. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Провязываем второй пышный столбик в эту же вершину столбика без накида. И соединяем при помощи столбика без накида в арку цепочки. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем столбик без накида между первым и вторым элементом. Набираем цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И вершину 3-го элемента 1, 2, 3 провязываем 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И между 5-м и 4-м элементом провязываем 1 столбик без накида. Так, цепочка из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем ее при помощи столбика с одним накидом. Столбик с одним накидом вяжем вершину столбика без накида предыдущего ряда. Провязали мы с вами 7 рядов. Приступаем к вязанию 8-го ряда. 1 петелька воздушная подъема, разворачиваю вязание и вершину столбика с одним накидом провязываю столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочку соединяю при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязываю в арку из цепочки из 5 воздушных петелек. 2 воздушных петельки. 1, 2. И над 3-м элементом вершину столбика без накида провязываю 1 пышный столбик. 2 воздушных петельки, соединяем их с вершиной цепочки из 5 воздушных петелек при помощи столбика без накида.
Раз, два, три, четыре, пять. Цепочка из 5 воздушных петелек. И соединяем ее с вершиной арки из цепочки из 5 воздушных петелек предыдущего ряда. И приступаем к вязанию веерочка. Веерочек состоит из 9 столбиков с одним накидом. Столбики с одним накидом вяжем в арку из цепочки из 3 воздушных петелек между двумя пышными столбиками, которые мы вязали в 8 ряду. Так, получается, в 7 ряду сейчас у нас 8 ряд по счету. Первый столбик с одним накидом, второй столбик с одним накидом, третий столбик с одним накидом, четвертый столбик с одним накидом, пятый столбик с одним накидом, шестой столбик с одним накидом, седьмой столбик с одним накидом, восьмой столбик с одним накидом и девятый столбик с одним накидом. Соединяем при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязываем в смежную арку цепочки предыдущего ряда. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Соединяю с аркой из цепочки 2 воздушных петельки и над третьим элементом, там где был связан столбик без накида, провязываем один пышный столбик. 2 воздушных петельки, соединяем их с вершиной цепочки предыдущего ряда. И цепочка раз, два, три, четыре, 5 воздушных петелек, заканчиваем ряд, провязываем один столбик без накида. Таким образом выглядит 8 ряд. Приступаем к вязанию 9 предпоследнего ряда и потом 10. Еще 2 ряда осталось связать. Набираем цепочку из 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Разворачиваю вязание и провязываю один столбик без накида в арку цепочки. Цепочка из 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. И вершину пышного столбика провязываю один столбик без накида. Так, цепочка из 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Вершину цепочки перед веерочком провязываю один столбик без накида. Теперь в первый столбик с одним накидом провязываем 3 столбика с одним накидом, но с общей вершиной. На крючке 4 петельки я соединила их в одну. 3 воздушных петельки. Раз, два, три. Пропускаем второй столбик с одним накидом предыдущего ряда и в третий столбик с одним накидом вяжу 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 2 элемента провязали, 3 воздушных петельки, пропускаем столбик с одним накидом, в следующий провязываем 3 незавершенных столбика с одним накидом с общей вершиной. Третий элемент, 3 воздушных петельки, пропускаю столбик с одним накидом и в следующий провязываю 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. 4 элемента провязали, 3 воздушных петельки и в вершину 9 столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Получилось у нас в веерочке 5 элементов по 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Соединяем при помощи столбика без накида, столбик без накида, вяжем в соседнюю арочку цепочки из 5 петелек. Раз, два, три, четыре, 5 петелек и соединяем их при помощи столбика без накида. Столбик без накида провязываем вершину пышного столбика, который мы вязали в предыдущем ряду. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5 и соединяем их с вершиной столбика без накида. 2 воздушных петельки и в столбик без накида провязываем вершину столбика без накида один столбик с одним накидом.
10 ряд вяжем. 10 ряд это у нас повторение первого ряда, а 11 повторение второго. Приступаем к вязанию заключительного ряда видеоурока. То есть 1 воздушная петелька и в вершину столбика с одним накидом вяжем 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем их с вершиной цепочки. Вершину цепочки вяжем 1 столбик без накида. Над пышным столбиком, там где у нас было провязан столбик без накида, вяжем 1 пышный столбик. 3 воздушных петельки, и в эту же вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываем 2 пышный столбик. Соединяем при помощи столбика без накида. Столбик без накида вяжем в соседнюю арочку цепочки. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем при помощи столбика без накида. Столбик без накида вяжем в арочку цепочки из 3 воздушных петелек между первым и вторым элементом. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек, и в вершину третьего элемента 3 столбиков с одним накидом с общей вершины провязываем 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И между пятым и четвертым провязываем в арку цепочки с 3 воздушных петелек 1 столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем с вершины арки из цепочки из 5 воздушных петель предыдущего ряда. И над пышным столбиком, где у нас был провязан столбик без накида, в вершину столбика без накида вяжем 1 пышный столбик. 3 воздушных петельки вяжем в эту же вершину столбика без накида 2 пышный столбик. Соединяем при помощи столбика без накида со смежной арочки, в смежную арочку цепочки провязываем 1 столбик без накида. 2 воздушных петельки. Так, здесь получается 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем их, этих 5 воздушных петелек, при помощи столбика без накида. Провязали мы 10 рядов в высоту. Вот такой вот у меня образец получается узора. Связали 2 раппорта в ширину, я связала, и 2 раппорта в высоту. Вот такой у меня узор связался. Сейчас я за кадром свяжу еще 1 раппорт и покажу вам, что у меня получилось, и сделаем с вами замеры связанного образца. Связала я образец. В ширину у меня получилось 2 веерочка. 1, 2, в высоту 3 веерочка. 1, 2, 3. Для вязания образца я набирала 39 воздушных петелек. Плюс 4 воздушных петельки для начала вязания первого ряда. Получается 43 воздушных петельки. Первый ряд у меня по схеме 63 воздушных петельки плюс 4 воздушных петельки. Схему я сократила на 1 веерочек в ширину. То есть если по схеме, здесь схема дана на 3 веерочка в ширину, 1, 2, 3, то я ее сократила и связала 2 веерочка в ширину, 1, 2. В высоту я связала 16 рядов, а узор повторяется с 1 по 10 ряд. То есть 10 ряд это повторение первого ряда, 11 ряд повторение второго ряда узора по схеме. Я связала 16 рядов для того, чтобы показать, каким образом выглядит узор, связанный вот по этой схеме. Схема будет прилагаться в конце видео. Вы можете нажать на паузу и вязать по моему видео мастер-классу и смотреть схему, либо сделать скриншот ее и распечатать. Давайте посмотрим, какие размеры получились у образца. Высота из 16 рядов получилась 10 сантиметров, и ширина из
39 воздушных петелек плюс 4, это будет 43 воздушных петельки. Ширина узора на вязаном образце 11 сантиметров. Вязала я из пряжи, название пряжи Мисс, торговая марка Ализе, страна производства пряжи Турция. Метраж у пряжи 50 грамм, 280 метров, состав 100% мерсеризованный хлопок. И использовала крючок для вязания номер 2. Производство Япония, название крючка Кловер. Вот здесь даже видно. Вот такой замечательный, красивый ажурный узор. Вы можете этим узором связать либо кофточку с длинным и коротким рукавом, летний топ, кардиган летний, жакет, жилет, шарфик. Даже связать можно шапочку. И этот узор прекрасно подойдет для вязания шали. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. И обязательно ставьте пальчики вверх. Если будет большое количество лайков, то на данную модель я организую мастер-класс по вязанию кофточки от начала и до конца. Если данная модель наберет большое количество лайков, организую мастер-класс. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч. На новых мастер-классах.